я, мои друзья, мои родственники. Большинство из вас хоть раз теряли кого-то близкого, а многим это еще предстоит пережить. Семья, друзья, домашние животные. Я знаю, это больно. Мы бы хотели, чтобы этого никогда не происходило, но жизнь диктует свои правила. А что, если этого можно избежать? Только представьте, все существуют всегда, и не нужно больше думать о том, что рано или поздно мы все будем по ту сторону. Ответьте на простой вопрос. Хотите жить вечно? Каким бы ни был ваш ответ, подумайте хорошенько еще раз. Философия бессмертия часто затрагивалась популярной культурой, и мы об этом обязательно поговорим. Но сегодня я бы хотел выделить лишь ответвление. Можно ли перенести вас в цифровое пространство? Можно ли заставить ваш мозг жить вечно, загрузив на флешку? Философия трансгуманизма существует очень давно. Использование науки и технологий в целях улучшения физических или умственных способностей. На первый взгляд, звучит неплохо. Эта тема в последнее время становится все популярнее, как вы могли заметить. «Бегущий по лезвию», «Киберпанк», «Черное зеркало». Можно долго перечислять, но каждый раз в романах, фильмах и играх наряду с преимуществами возникает ряд проблем. Очень серьезных проблем. И загрузка сознания связана с трансгуманизмом напрямую. Это логическая точка апгрейда. Не совершенствовать свой организм, а полностью от него избавиться, перенеся сознание в компьютер, обретая при этом бессмертие. Вау, звучит достаточно круто и футуристично. Вы же знаете, что очень часто научная фантастика превращается в реальность, а иногда даже способствует этому. Окажется ли этот сценарий пророческим? Сегодня постараемся выяснить. Я хочу загрузить вас по полной, чтобы ни один из вас не ушел отсюда без размышлений о жизни и смерти. Для начала нужно определиться с понятием бессмертия, ведь для каждого оно разное. Начнем с чего-то более лайтового. Для кого-то это остаться в памяти людей навсегда, как великие музыканты или ученые. Меня, к примеру, забудут лет через 10, а на Элвиса Пресли, Эйнштейна и Канта будут ссылаться в школах даже через 200 лет, если школы, конечно, еще будут. В связи с этим давным-давно был запущен проект Lifelike, в рамках которого производился захват тела ученого Алекса Шварцкопфа. После этого делалась компьютерная модель, подбирался голос, манера говорить, но главное, в базе были знания этого ученого. По сути, это можно назвать переносом человека в компьютер, ведь любой может поболтать с профессором спустя многие годы. Это все, конечно, миленько, но... Серьезно? Это просто аватар, в который загрузили определенные действия и дали скин. Ничего общего лично с вами это не имеет, как и с привычным пониманием бессмертия. Но все равно существуют совсем поехавшие инициативы, которые предлагают потратить огромное количество своего времени, чтобы загружать ваши фотки и видео на сервер, делиться впечатлениями, привычками, мыслями, чтобы все это хранилось там сотни лет, чтобы потомки смогли вас, так сказать, повспоминать. А потом появился Инстаграм. И они такие... Сука. Более того, все это добро они предлагают отправить в цифровом виде в космос, чтобы это нашли пришельцы и, исходя из наших автобиографий, восстановили нас. Отличная идея! Мало того, что мы все свое дерьмо заливаем в сеть, так мы еще хотим и инопланетный жесткий диск засрать. Ведь, по идее, туда можно вообще что угодно загрузить. Что за мемную тварь они восстановят? Да уж, главная страница сайта как бы сама намекает, что туда можно загрузить фейк, собаку, ну и Ганди. Пару раз. Какой стыд. Но если вы еще не пробили свое лицо фейспалмами, то на сайте говорится, что, возможно, мы будем путешествовать быстрее скорости света, а поэтому просто полетим быстрее этого сигнала и перехватим его, чтобы тут восстановить. Поймал. Эй, пришельцы, а так вы можете? В общем, да. Это намного бесполезнее самой бесполезной посылки в космос. Не более чем утешение, что что-то останется после вас. Поймите, в интернете у большинства из нас и так есть аватар, наш собирательный образ, наши мысли, фото и видеоматериалы. И я согласен с популяризатором науки Мития Каку.
которая говорит, что будущие поколения будут беседовать с нами же, возможно, с нашей проекцией, которая будет иметь такую же интонацию, те же мысли, составленные на основе того, что ты писал в интернете и как вел себя на камеру. Так что советую задуматься над тем, что вы представляете из себя в сети и какие мысли транслируете. Можно даже сказать, что в какой-то степени мы уже в цифровом бессмертии. Точнее, не мы, а то, что мы из себя представляли. Пам! Плюс одна мысль в копилочку. Ну, камон, это все детский сад. Реальное цифровое бессмертие, вот что нас интересует. Думаете, что это невозможно? Это червь. Очень и очень маленький. И очень хорошо изучен. У него всего 302 нейрона. Команда OpenWorm сначала сделала его коннектом. Это отображение нейронных связей в мозге. А спустя 3 года воспроизвела все связи между этими нейронами в цифровом виде и загрузила все это в робота Лего. Что он сказал? Да, есть такой Лего, у которого на борту было что-то вроде компьютера, и можно его программировать. Исследователи утверждают, что внутри робота не было никаких установок и паттернов. Это была просто коробка, куда загрузили, так сказать, червя. И запустили. Ни хрена себе. Он двигается. Он должен быть уничтожен. Вы даже можете подумать, что он сломался. Но все намного интереснее. Создатели утверждают, что этот робот даже после многочисленных повторений эксперимента ведет себя как настоящий червь. Когда он врезается в стену, срабатывает датчик, робот разворачивается и едет в другую сторону, а еще реагирует на еду. И ему никто не говорил, что так нужно делать. Так что это? Тот же червь в другом теле? Копия червя? Или нечто другое? Это вообще живое? Или просто программа? У этого есть сознание? А что если мы, грубо говоря, и есть тот червь, загруженный в продвинутое Лего? Мы ни хрена не выясним, пока ученые не смогут имитировать полный человеческий мозг и включить его. Хотя даже в этом случае узнать правду, мне кажется, будет проблемой. Я покажу. Жень, это правда ты? Да. Я вообще не понимаю, кто такой Женя. Что? Что? Понимаете, если даже нечто в компьютере будет настаивать на том, что у него есть разум, должны ли мы этому верить? А вдруг это просто паттерн, прописанный в коде, заставляющий это говорить? В общем-то, даже эти ученые говорят, что симуляция червя не точна на 100%, поэтому, наверное, нельзя сказать, что это тот же червь. Но сам факт, что он вел себя очень похоже, фантастичен. Это лишь маленькая ступень к созданию коннектома нашего мозга. Но до этого, ой, как далеко. Видите ли, у червя было 302 нейрона, да? А в нашем мозгу около 86 миллиардов. И триллионы соединений между ними. И все это нужно прописать. Это вообще возможно? Нет. Да. Только займет это безумное количество времени. Ученые предлагают взять мозг человека, разрезать его на тысячи маленьких частей и слой за слоем сканировать все соединения, и как червя перенести в компьютер. Цифровое бессмертие! У-ху-ху-ху! Есть небольшая проблемка. Очень незначительная. При такой операции вы неизбежно умрете. Но кто тогда будет загружен в компьютер? Да даже если вы смогли выжить при операции. Кто оказался загруженным в компьютер? Мы подобрались к самой большой проблеме. Вполне вероятно, что цифровое бессмертие возможно, но не для нас. Мозг — это физический носитель. А что еще физический носитель? Картридж, на котором находится игра. Я очень сильно хочу поиграть, но не на чем. Что же я буду делать? Я буду эмулировать. Это копирование принципа работы нужной системы и перенос информации с картриджа в компьютер. Бум! Я играю в совершенно такую же игру, только на компьютере. Понимаете, к чему я? Перенос мозга должен работать примерно так. Да, но у игры нет сознания, в отличие от нас. Все верно, это ведь просто игра, примитивная причем. Но что такое сознание? Вы вообще задумывались? Мне кажется, этот вопрос существует с тех самых пор, как появилась первая мысль. О природе сознания спорили философы еще сотни лет назад, если не тысячи. Но даже сейчас ни один ученый не даст вам ответ на этот вопрос.
Потому что никто не может увидеть ваше сознание. Люди могут видеть его только изнутри и только свое. Сознание субъективно, как бы объективно оно ни выглядело. Может, вы все это просто строчка кода. А может, я? А ты осознаешь себя? Сложный вопрос, доктор Тайгер. А вы осознаете себя? В 19 веке популяризатор науки Томас Хаксли писал: Как нечто такое замечательное, как состояние сознания появляется в результате раздражения нервной ткани, так же необъяснимо, как и появление джинна после того, как Аладдин потер лампу. Ну, не знаю, сколько бы я ни тер свою лампу, джин так и не появился. Но в целом он прав. Это необъяснимо на данный момент, но есть несколько версий. Среди ученых распространено мнение, что психические состояния и сознание – это просто процесс, протекающий в нашем мозге, который можно реализовать и на настоящем компьютере. По сути, набор нулей и единиц в биологической оболочке. И становится не по себе, когда ты это осознаешь. Или делаешь вид, что осознаешь. Но в противовес этому выступают дуалисты, которые уверены, что сознание нельзя объяснить просто физическими процессами. Мол, это нечто большее и не подвластно нашему пониманию. Душа, так сказать. Ее нельзя просто создать или перенести. Ой, да брось, это не наука, это псевдонаука. Может быть, а может и нет. Я не знаю, где душа, но в этом коде ее нет. Понятно. Чё понятно-то? Я знаю, где она. Так кто прав? Где это сознание? Только здесь? Существует ли оно отдельно от мозга? А у других оно тоже есть? А у тебя? Не просто так никто на этой планете так и не смог наверняка ответить на этот вопрос. Остается только догадываться и ждать. Синди Бреннер из Института Солка говорит: «Я предрекаю, что к 2020 году, черты которого уже вполне различимы, сознание, как научная проблема, перестанет существовать». Что ж, ученые тоже ошибаются, а вот нечего предрекать. Эта научная проблема вряд ли перестанет существовать до тех пор, пока ученые не подберутся к разгадке. А если этого не случится, то и вопрос так и будет будоражить умы. Философии на самом деле множество, и пока что без проблем можно придерживаться любой, даже самой фантастической, ведь единого ответа не существует. Я так к физикалистам отношусь, но хотелось бы верить, что не все так просто. Я это все к чему говорил. Давайте сейчас примем на веру, что наше сознание – это не что-то сверхъестественное, и его можно перенести на другой носитель. Итак, картридж все еще у меня в руке, и я могу одновременно играть и в оригинал, и в загруженную копию. Но это будут две, по сути, разные игры, в каждой из которых я могу делать разные действия. Нет, ну правда, можете ли вы представить, что в какой-то момент «я» перерастает в «мы»? Ваше сознание теперь разделено на два разных носителя, и вы отвечаете за двоих. А может и за 10? Ведь если можно один раз копировать, то можно и много раз. Сложно представить? Разумеется, поэтому такая версия считается достаточно абсурдной. Скорее всего, каждый раз, когда будет происходить загрузка в компьютер, будет создаваться только копия вас. Если вы вдруг пропустили игру Сома, то прямо вот поиграйте, там сполна показан этот парадокс. Представьте, что вы пришли к доктору и говорите: «Загрузите мое сознание в компьютер». Он говорит: «Окей, ложитесь, сейчас вы уснете, а когда проснетесь, то все будет готово». Вы просыпаетесь, но вы все еще в своем теле. Бесполезная трата денег, а доктор тупой, думаете вы. В это же время вы открываете глаза. Уже не чувствуете обузу в виде своего тела и понимаете, что теперь вы виртуальный. И это стоило каждой потраченной копейки. Но как быть с оригиналом? А никак. Если представить, что технология работает и вас можно оцифровать, то это в любом случае будете не вы. Да, вы все тот же. Да, те же воспоминания и мысли. У вас просто появился двойник, у которого будет своя жизнь, а у вас своя. В «Черном зеркале» есть отличный эпизод на эту тему. Настоятельно советую ознакомиться. Знаешь, что такое фотокопия? Разумеется, знаю. Ну вот, ты и есть копия. Копия чего?
Копия себя. Скорее всего, нет никакой непрерывности сознания при переносе вас в компьютер. Исходя из этого, копирование не выход и точно не ваше бессмертие. Для вашей копии возможно, но вы-то тут при чем? Разве что вы все это прекрасно понимаете, но все равно даете своей копии жизнь, чтобы та закончила то, что начали вы. Это сильный поступок. Все вокруг рады, что вы живы, но вам, настоящему, все равно придется рано или поздно умереть. Если речь не о переносе сознания. Тоже известная концепция – сохранить только одно сознание. Как такое возможно? Да кто б знал. Можно постепенно заменять нейроны искусственными и так заменить весь мозг. Только тут возникает парадокс. Если полностью заменить все части, то это останется оригиналом или будет уже чем-то новым? С другой стороны, мы постоянно обновляем свои клетки. Правда, заменяем своими же, а не искусственными. А можно взять эмуляцию мозга, подсоединить к вам и постепенно переносить нейроны в новый мозг, пока вы в сознании. По идее, для вас ничего не поменяется, просто вместо настоящего мозга будет искусственный. Звучит как фантастика, потому что искусственный мозг должен работать на 100% так же, как и оригинальный. А что, если все это нахрен бессмысленно? Что, если правы те ученые, которые говорят, что сознание возникает в нейронах, но на квантовом уровне? Тогда все эти переносы в компьютер не более чем симуляция, прописанный алгоритм с имитацией сознания. Мы как будто исследуем огромный космос, а все, что у нас есть, это фотографии, сделанные с Земли. При таком раскладе до истины не докопаться. Хорошая идея прозвучала из уст Анатолия Вассермана. Мозг, находящийся в нашем теле, обучается, исходя из того, где он присутствует и что видит. Также и мозг, находящийся в компьютере, будет обучаться, исходя из своего окружения. Это означает, что, вероятнее всего, неизбежно изменение сознания из-за перехода из одной среды в другую. Вы только подумайте, что вообще чувствует человек в компьютере, у которого еще нет тех органов чувств, к которым он привык? Цифровую пустоту? Этот вопрос зачастую игнорируется, потому что ответа нет. Обычно все рассуждают уже о готовом цифровом мире, в котором ты будешь жить, и не подозревать, что он не настоящий. Мне, знаете, нравится думать, что загруженный человек не понимает, что он копия, и иногда видит какие-то баги в своем мире, а потом заводит YouTube-канал, где всем доказывает, что мир нереален, а все с него ржут. Ну, или говорят сразу о загрузке в робота, чтобы у него все было чувствительное. Тогда, в принципе, это ничем не будет отличаться от обычной человеческой жизни, кроме того, что у тебя есть крутое кибертело. Вот вам еще пища для размышлений. Наш мозг никогда не отключается, даже когда мы находимся без сознания. Если мозговая активность отсутствует, то все, это точка невозврата, и это легко можно назвать смертью, ведь заново запустить мозг нельзя. Так что с нами станет при загрузке в компьютер? Если он выключился, мы застынем в ожидании нового включения? Или мы просто умрем? Представьте, что каждую перезагрузку появляется новый я, а старый умирает. По моей логике, чтобы такого избежать, нужно быть загруженным на сервер, который никогда и ни при каких условиях не будет выключен. Хотя к этому можно проще относиться, если думать, что после смерти ничего нет. Но я не могу перестать думать о том, что я перестану думать. Это странно, правда? Но ладно, сделаем вид, что все варианты загрузки возможны. Что дальше? Как можно это использовать? Исследование космоса, разумеется. Вот, в этом ролике мы выяснили, почему крионика сейчас не будет работать и вообще слишком много проблем с этим. Но как насчет того, чтобы запустить в космос человека, но без тела этого человека? Неплохо звучит. Есть такая разработка, называется Starship. Это безумно маленький космический аппарат, по сути обычный чип, где хотят разместить средства связи, маленькую камеру и всякое по мелочи. Двигатель этому парню не нужен совершенно, потому что он раскрывает солнечный парус, и солнце или лазер с Земли толкает эту штучку к нужному месту. И не просто толкает, а говорят, что позволит развить ему скорость, равную 20% от скорости света. Всего 20% как-то маловато, скажете вы. Но, если честно, сложно даже вообразить эту скорость. Сейчас мы можем долететь до Марса, месяцев за 8-9, да? Так вот, эта маленькая штуковина долетит до Марса за час. Вот и я охренел. Там можно разместить сознание на флешке, вставить атомную батарейку в задницу, швырнуть в космос, и пусть он себе там открывает внеземные цивилизации. Главное, чтобы была кнопка «Самовыпилиться», если вдруг космос закончится или тебя схватят гравры-извращенцы с планеты Кропсплот. Это же постоянно случается. Еще плюсы, наверное, есть. Например, сможем, наконец, океан исследовать. Но я бы хотел на минусах задержаться. Допустим, мы смогли полностью оцифровать мозг, и при этом вы сами выжили. Мы загрузили вас в компьютер и включили.
Кого мы включили? Кто из вас имеет право называться личностью? Только ты или вы оба? Возникают этические вопросы. Даже если там не ты, то это все равно можно считать чем-то разумным. И нам нужно считаться с этим чем-то. Ведь у него тоже должны быть права, говорит Сьюзан Шнайдер, профессор когнитивных наук. У программы будут свои права. Что дальше? Одна программа убьет другую? И что мы сделаем? Посадим программу в тюрьму? Или мы подумаем, что это уже слишком и забьем на это? Но найдутся защитники прав программ, и нам придется подстраиваться. А в конце окажется, что мы сами были этими программами. Сложно нахрен. А представьте, 2045 год. Вы глава крупной компании. У вас есть дети и ваша электронная копия. Вы внезапно умираете, но кому переходит наследство и кто будет дальше управлять компанией? Не так уж и просто ответить на этот вопрос. А если вы ответили, конечно же, детям, то с чего вы это взяли? Ведь надежнее будет отдать управление знающему человеку, который к тому же теперь работает намного лучше и быстрее. Признайся, ты всегда хотел создать свою копию, чтобы она за тебя ходила на работу или учебу. Это прям идеальная утопия. Только ты не подумал о том, что знаний ты в итоге не получишь, а весь мир погрязнет в безработице. Ведь копии будут требовать меньше или не требовать вообще. Человека далеко не во всем можно заменить. Ты в этой приблуде видишь будущее, а я длинные очереди безработных. Но есть проблемы посерьезнее. Вы ведь будете не в восторге от мысли, что сначала опыты будут над животными, с мертвыми, с живыми. Скорее всего, будут приносить им какие-то страдания. Потом опыты будут над загруженными копиями животных. А если начали эмулировать мозг, но забили, а он уже в сознании? Вечно скитаться в цифровой темноте или эмуляции, как в одной серии «Черного зеркала», бесконечный кошмар наяву, из которого нет выхода. это хуже пытки. Да, я уверен, что будут хакеры, которые будут так делать уже с людьми, просто из развлечения. А что насчет ксенофобии? А что насчет гонки вооружений? Кто же первый сделает эту эмуляцию? Что насчет того, что все это будет использовано в военных целях или приведет к войне? Вы случайно не забываете о том, что технологии несут не только благо, но и угрозу? А как же компьютерные вирусы, которые будут стирать вас из жизни похлеще настоящих? А если через 100 лет мы все будем загружены на огромный сервер, и вдруг его полностью уничтожат? Это уже другой масштаб катастрофы. Миллионы смертей в 1 секунду. Да, можно восстановить, но опять же, скорее всего, это будете уже не вы. Возникает проблема со стороны религии, ведь во многих из них существует загробная жизнь. Они так считают, по крайней мере. И я уверен, что будут не согласны с бессмертием, ведь тогда ты не попадешь на следующий уровень. А без страха смерти и болезней мы можем утратить человеческую натуру и мораль. Но с другой стороны, цена бессмертной жизни будет намного выше, и потеря близких будет уже чем-то совершенно иным. А можно ли завести ребенка? Компьютерного? А как это работает? Не сойдет ли загруженный интеллект с ума от всего происходящего? Не начнет ли делать ужасные вещи, которые были под запретом при жизни? Оно может обладать интеллектом, даже разумом, но это не Уилл. Спустя 15 минут он уже хочет подключиться к Уолл-стрит, стать быстрее, мощнее, на Уилла это не похоже. У меня слишком много вопросов, на которые я, как мне кажется, не успею получить ответ. Но мне безумно нравится об этом рассуждать. Если в 2 словах, то, скорее всего, загрузить мозг на флешку возможно. Только маловероятно, что нам с вами это удастся сделать в ближайшее время. А если будущие поколения получат цифровое бессмертие, то не они, а их копии. Куда копии отправятся после смерти? В то же место, что и мы? А мы куда отправимся? Такой пищи для размышлений я давно не получал. А вы поменяли свое утопичное представление бессмертия? А что лично до меня, то я бы хотел цифровое бессмертие только в одном случае. Если бы у меня была возможность себя выключить навсегда. Потому что нет ничего хуже, чем бесконечно скитаться, зная, что конец никогда не наступит. А я хочу узнать, что в конце игры. А кто не хочет? Если тебе была интересна эта тема, то советую посмотреть документ в описании. Там я оставлю интересные книги, фильмы, сериалы и игры, которые связаны с переносом сознания. А иначе нам с вами это и не увидеть, к сожалению. Хотя, а ведь правда. Вот мое цифровое бессмертие. И другого у меня не будет. Я здесь. И я буду здесь до тех пор, пока питается сервер. Привет. Может быть, ты мой родственник. Или просто случайный человек, который нашел в бесконечном потоке информации это видео.
Я точно знаю, что ты это смотришь. Через десятки, а может и сотни лет. Да, тебя может не устраивать качество видео, извини, выжимаем из настоящего, что можем. И не смейтесь над нашей наивностью, поверьте, мы прекрасно знаем, что ничего на самом деле не знаем. Но хотелось бы верить, что в будущем положение вещей изменилось. Но мне почему-то кажется, что хоть какая-то загадка всегда будет присутствовать. Даже уверен в этом. В любом случае, надеюсь, что у вас все хорошо. Серьезно? И ни слова обо мне? Тебе родители что, не учили? Или ты рос в лаборатории среди ученых? На! Короче, я сейчас какой-то бред посмотрел. Одни вопросы и ничего внятного. Лучше бы еще раз чудотворцев глянуть. В первом сезоне действие проходило в небесной канцелярии, где Стив Бушеми красиво отыгрывает меня, а Дэниел Рэдклифф был ангелом и спасал планету. Ты хоть знаешь, как давно мне в жертву не приносили барана? Вас же это всегда бесило. Ну так-то да, но с другой стороны это было миленько. Это такая жиза, вы не представляете, я так ржал, что небеса содрогались. Сейчас как раз вышел второй сезон, он никак не связан с первым, и все действие теперь происходит в средневековье. Актерский состав остался тем же самым, но теперь Стив Бушеми дерьмогреб, а Рэдклифф принц. Я вам сейчас покажу один момент, после которого, я уверен, вы захотите его посмотреть. Земля плоская, дьявол среди нас. Это все, что нам известно. Это все? А теперь выпускной. Гениально! Без шуток, мне прям очень зашло, особенно озвучка от Кураж Бомбей. Это прям ностальгия. Да я популярен. Не знаешь, где смотреть? Онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD, конечно же. Подписочку оформил и новенькие сериалы посмотрел. Что тебе там нравится? Я не знаю, Саус Парк, Рик и Морти. Да все подряд смотри и в отличном качестве. А в мобильном приложении можно сериалы и фильмы вообще в телефон качать. А для тех, у кого нет подписки, ловите промокод на 45 дней бесплатного доступа для новых пользователей. Только его нужно найти. Он в ролике. Он очень очевидный. Но я хотя бы пытаюсь тебя замотивировать поискать. Только прошу тебя, не забывай спать. А то я как-то начал сериалы смотреть и про людей забыл совсем. Не круто было. И да, ссылка в описании. Хотя, ну ты же это и так знал, да? Ну, бывай. А, кстати, вы, может быть, не в курсе, но у Топа там клип вышел на лайв-канале, прикинь? Вот. Где-то здесь. Я ж говна не посоветую. Или... Да нет. Не посоветую.